Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы с вами вяжем еще один замечательный узор к джемперу «Венецианские окна». Мы уже с вами связали узоры. Ссылки на мастер-классы по вязанию этих узоров я оставляю под видео. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей подписчицы Людмилы Шапира. Она прислала к нам свою просьбу в комментариях на YouTube. Этим узором в джемпере связана кокетка и верхняя часть рукава. Давайте посмотрим на схему. Вот так, чтобы вас не путать. Вот это тоже не отсюда. Вот схема узора. Раппорт узора составляет 7 петель. Вот сам узор. И вот этот элемент, он расположен на изнаночной глади. Здесь перед раппортом показано 4 петли, но мы с вами свяжем 2 петли перед раппортом. И свяжем 2 раппорта. 7 уж совсем мало. Этот узор примечателен тем, что у него повторяются элементы, и достаточно связать узор до половины, и следующая половина уже будет понятно, как ее вязать. Поэтому я вам не буду показывать полностью высоту все 32 ряда. Достаточно будет показать вот только первую часть. Но это будет по ходу вязания. Что я хочу сказать? Каждый раз я говорю, когда мы вяжем по японским схемам, что все условные обозначения на схеме показаны так, как они выглядят на лицевой стороне. То есть это схема для вязания по кругу. Мы по кругу вяжем же все время лицевые ряды. И читаем схему справа налево, все ряды. При поворотном вязании мы лицевые ряды читаем справа налево, поворачиваем работу, читаем уже схему слева направо. И уже в изнаночных рядах вот пустая клеточка обозначает, что это изнаночная петля на лицевой стороне. В изнаночном ряду мы будем вязать ее лицевой петлей. Вот это надо запомнить. Это что касается всех японских, азиатских схем. И то же, что я всегда говорю, первые 2 ряда не входят в раппорт узора. И первый ряд показан, что связан лицевыми петлями. Я первый ряд всегда вяжу так же, как второй. Вот здесь у меня провязано. Так удобнее. И я не вижу смысла вот первый ряд вязать лицевыми петлями. И мы с вами будем вязать так, как вяжу я. Ну, наверное, все условные обозначения я вам покажу, как вяжутся. Давайте будем вязать. Как я уже сказала, мы с вами свяжем 2 раппорта в ширину, 1 раппорт в высоту. Набираем на спицы 18 петель вместе с кромочными. Первые 2 ряда в раппорт не входят. Они считаются установочными. Можно их вообще не вязать, сразу начинать с вязания узора. Но мы вяжем первый установочный ряд. 2 изнаночных, 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Закончили раппорт узора. Я про первые 2 петли не сказала, что это раппорт узора не входит. Закончили раппорт узора и повторяем еще 1 раппорт. 1 лицевая, 3 изнаночных, 1 лицевая, 2 изнаночных. Второй изнаночный установочный ряд. Петли провязываем по рисунку. Лицевые петли вяжем лицевыми, изнаночные изнаночными. Провязали 2 установочных ряда. Они не входят в раппорт узора. Начинаем вязать узор. 3-й лицевой ряд. 2 изнаночных. Перекрещиваем 2 петли в левую сторону. 1 петлю оставляем перед работой. Можно дополнительную спицу, но 2 петли я без дополнительной спицы обхожусь. Провязываем 1 изнаночную и петлю, оставленную перед работой, мы вяжем лицевой скрещенной. Вот я вяжу бабушкиными петлями, лицевую петлю я вяжу вот так, а лицевую скрещенную подхватываем петлю
за заднюю стенку и разворачиваем и провязываем лицевой. Далее будет 1 изнаночная и перекрещиваем 2 петли вправо. Оставляем первую петлю за работой, меняем местами вот так петли, провязываем лицевую скрещенную, разворачиваем петлю, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее будет 2 изнаночных и повторяем раппорт узора. 2 петли перекрещиваем влево, петля перед работой, провязываем изнаночную, петлю перед работой, вяжем лицевой скрещенной. 1 изнаночная и 2 петли перекрещиваем вправо, петля за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. 2 изнаночных у нас в конце ряда. В 4 изнаночном ряду и во всех изнаночных рядах этого узора мы вяжем петли по рисунку. Там, где вязали лицевые скрещенные, мы будем вязать изнаночные скрещенные. Я с вами провяжу 2-3 ряда, и дальше вы будете вязать самостоятельно. Итак, это у нас 4 изнаночный ряд, 3 лицевые, изнаночная скрещенная. Простую изнаночную я вяжу вот так, изнаночную скрещенную, подхватываем петлю сзади, провязываем ее изнаночной. На лицевой стороне она провязалась лицевой скрещенной. 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых. 5 лицевой ряд, 3 изнаночных. Теперь нам нужно 3 петли перекрестить в левую сторону. Оставляем первую петлю, можно взять дополнительную спицу, оставить первую петлю на дополнительной спице перед работой. Затем следующую петлю оставить на второй дополнительной спице за работой. Но я вот так меняю петли местами. Провязываем лицевую скрещенную, петлю со второй дополнительной спицы, оставленной за работой, вяжем изнаночной и вяжем лицевую скрещенную петлю с первой дополнительной спицы. Вот так. Далее у нас будет 4 изнаночных. И снова перекрещиваем 3 петли влево. Показываю еще раз. Давайте покажу с дополнительной спицы, чтобы вам было понятнее. Оставляем первую петлю на дополнительной спице перед работой. Вторую петлю оставляем на дополнительной спице за работой. Провязываем лицевую скрещенную. Провязываем изнаночную петлю со второй дополнительной спицы, которая была за работой. И провязываем лицевую скрещенную петлю с первой дополнительной спицы, которая была перед работой. 3 изнаночных в конце ряда. 6 изнаночный ряд, 3 лицевых, изнаночная скрещенная, 1 лицевая, изнаночная скрещенная, 4 лицевых, изнаночная скрещенная, лицевая, изнаночная скрещенная, 3 лицевых. Мы провязали петли по рисунку, только вместо изнаночных мы вяжем изнаночные скрещенные. Я надеюсь, что вам это понятно, и вы уже самостоятельно будете вязать изнаночные ряды. 7 лицевой ряд, 2 изнаночных, перекрещиваем 2 петли в правую сторону, 1 петлю оставляем за работой, провязываем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Затем будет
изнаночная петля и 2 петли перекрещиваем влево. Одну петлю первую оставляем перед работой, провязываем изнаночную, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. Далее будет 2 изнаночных и повторяем раппорт узора. Одну петлю оставляем за работой, вяжем лицевую скрещенную, петлю, оставленную за работой, вяжем изнаночной. Далее изнаночная петля и 2 петли перекрещиваем в левую сторону. Одну петлю оставляем перед работой, вяжем изнаночную петлю, петлю, оставленную перед работой, вяжем лицевой скрещенной. 2 изнаночных в конце ряда. В 8 изнаночном ряду петли провязываем по рисунку, изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. 9 лицевой ряд, 2 изнаночных. Теперь 2 петли нужно провязать вместе так, чтобы сверху была лицевая скрещенная петля. Разворачиваем лицевую петлю, и вот я сразу разверну изнаночную, чтобы у меня петли удобно подхватились. Провязываем их 2 вместе лицевой, сверху лицевая скрещенная. Делаем накид. 1 изнаночная, делаем накид, и теперь нам нужно провязать 2 вместе с наклоном в правую сторону, чтобы мы здесь в левую сторону провязали, чтобы у нас сверху была лицевая скрещенная петля. Снимаем изнаночную петлю на правую спицу и 2 раза разворачиваем лицевую петлю. Если мы развернем ее 1 раз и провяжем, у нас она не получится скрещенной. Нужно развернуть ее еще 1 раз. Возвращаем изнаночную петлю и провязываем 2 вместе лицевой с наклоном вправо. Сверху лицевая скрещенная. Далее у нас будет 2 изнаночных и повторяем. 2 вместе лицевой с наклоном влево, сверху лицевая скрещенная. Разворачиваем, провязываем 2 вместе лицевой. Накид я забыла. Далее будет 1 изнаночная, снова делаем накид и 2 вместе лицевой с наклоном в правую сторону. Изнаночную сняли, лицевую развернули 2 раза. Провязываем 2 вместе лицевой, сверху лицевая скрещенная получилась. 2 изнаночных у нас в конце ряда. В 10 изнаночном ряду петли вяжем по рисунку, изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными. Накиды здесь вяжем лицевыми. 11 лицевой ряд, здесь петли провязываются по рисунку. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. И повторяем раппорт. Лицевая скрещенная, 3 изнаночных, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. В 12 изнаночном ряду петли по рисунку. Вяжем 13 лицевой ряд. 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная, и на следующей петле мы вывязываем петлю на 3 ряда ниже. Вот первый ряд на спице петля, второй, третий, 3 ряда, и вот в 4 ряд вводим спицу, вытягиваем длинную петлю. Затем делаем накид и снова в эту же петлю вытягиваем рабочую нить. У нас получилось, что мы вывязали из петли на 3 ряда ниже 3 длинных петли. Снимаем петлю с левой спицы, сбрасываем ее. Мы уже провязали эту петлю. И вяжем дальше. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. Повторяем раппорт. Лицевая скрещенная, изнаночная,
Вывязываем 3 петли на 3 ряда ниже. 1, 2, 3 и вот 4 петля. Лицевая, накид, лицевая. Сбрасываем петлю с левой спицы. 1 изнаночная, 1 лицевая, 2 изнаночных. В 14 изнаночном ряду мы петли вяжем по рисунку. Изнаночные вяжем изнаночными скрещенными, а вот длинные петли, которые мы вывязали, мы вяжем 3 изнаночных. Вот 3 изнаночных. Далее лицевая, изнаночная, скрещенная, 2 лицевых, изнаночная, скрещенная, 1 лицевая и снова длинные петли вяжем изнаночными, 3 изнаночных. И далее петли по рисунку. Пятнадцатый лицевой ряд, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. 3 петли нужно провязать вместе так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Вот один способ показываю. Снимаем петли, не провязывая, на правую спицу и меняем их местами, чтобы вторая петля стала на первое место. Возвращаем петли на левую спицу и провязываем их 3 вместе лицевой. И вот у нас получился такой красивый элемент. Его еще называют японской шишечкой. Далее будет 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных, лицевая скрещенная, 1 изнаночная. И снова 3 петли нужно провязать вместе так, чтобы сверху была средняя петля. Снимаем петли вот таким образом. Сначала первую петлю на правую спицу, затем вторую. И возвращаем их вот так, чтобы вторая петля на первом месте была. Возвращаем на левую спицу и провязываем 3 вместе лицевой. Вот то же самое получили. 1 изнаночная, лицевая скрещенная, 2 изнаночных. 16 изнаночный ряд я провяжу вместе с вами. 2 лицевые, изнаночная, скрещенная, 3 лицевые, вот петля от шишечки, мы вяжем ее лицевой, 3 лицевые, изнаночная, скрещенная, 2 лицевые, изнаночная, скрещенная, 3 лицевые, изнаночная, скрещенная, 2 лицевые в конце ряда. Мы провязали 16 рядов. Смотрим внимательно на схему. Далее нам нужно провязать точно такой же элемент. С 17 по 24 ряд мы провяжем точно так же, как сейчас провязали с 9 по 16. Вот этот фрагмент нам нужно провязать еще раз. Давайте это самостоятельно сделаем. И с вами встретимся в 25 ряду. Довязали до 25 ряда, провязали еще один фрагмент с шишечкой. И сейчас будем вязать 25 лицевой ряд. Он вяжется точно так же, как мы вязали 3 ряд и 17. 2 изнаночных. 2 петли провязываем вместе лицевой так, чтобы с наклоном в левую сторону, так, чтобы сверху была лицевая скрещенная. Разворачиваем, подхватываем, провязываем. Делаем накид, 1 изнаночная, делаем накид и 2 петли провязываем вместе лицевой скрещенный с наклоном вправо. Далее 2 изнаночных и повторяем. 2 вместе лицевой скрещенный с наклоном влево. Накид, изнаночная, накид, 2 вместе лицевой скрещенный с наклоном вправо, 2 изнаночных. В 26 ряду петли вяжем по рисунку,
Изнаночные петли вяжем изнаночными скрещенными, накиды вяжем лицевыми. Провязали 26 рядов и смотрим внимательно на схему. Следующий фрагмент с 27 по 32 ряд мы будем вязать точно так же, как в начале вязали с 3 по 8 ряд. Вот это перекрещивание. Ну все, я тоже вам советую провязать его самостоятельно. И посмотрим, что у нас получилось в итоге. Ну вот, любуемся. Мы провязали 2 раппорта в ширину и 1 раппорт в высоту. Вот так замечательно получается. Давайте скажем спасибо Людмиле Шапира за идею мастер-класса. Замечательный узор. Ставьте лайки, если он вам понравился. Пишите комментарии. Подписывайтесь на наш канал. Присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим роликом. Я желаю вам здоровья и мира, добра и позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока.